Ну что, всем бодрого утра. Начинается обзор одним, ну не одним кадром, а часовой на Малайзия, Куала-Лумпур, iPhone 16 Pro Max. Он, кстати, как и iPhone 16 в дефиците, на iPhone 16 я, разумеется, тоже буду делать подобный обзор. Вот так вы сможете, проснувшись где-то на чужбине, в отпуске, снимать. Кстати, из Азии очень рекомендую. Токио очень дешево и Куала-Лумпур. Сингапур дорогой, хотя выглядит так же, как Куала-Лумпур. Прилетел, получается, сюда на неделю. Неделю есть что делать, не спеша. Как вы видите, уже 5 роликов на Realme GT 6 китайский, подобных есть. На Realme 13 Pro Plus, на Pixel 9, помимо этого на Nord 4. И еще у нас был недавно Xiaomi 14T Pro. Теперь у нас iPhone 16 Pro Max. В отличие от всех остальных, обращайте внимание, что 5 роликов было переключение между модулями камер. Происходит по мне намного плавнее. Потом, если использовать зум, вот это X15. Телевик X5. Это основной модуль. Это ультраширик. На ультраширик. Все видите, как микрофоны работают. Микрофоны работают, кстати, в режиме пространственного звука. Не стерео, не моно. Они здесь направлены. И возможно еще завтра я погоняю 16 Pro, iPhone 16 Pro. И потом 16 плюс последний день. Но не факт. Пишите, кому интересно, чтобы подобное продолжалось. Сегодня мы едем посмотреть рыбу. Ну и плюс, разумеется, подсниму метро. Всегда. Ну и фронталка 4К 60 FPS. Я напоминаю, что у Яблока нет ни великолепных 8К, есть 4К 120 FPS на основной модуль, но нет 4К 60 FPS в кинорежиме. И в принципе у меня все равно этот смартфон будет в течение года для подсъема. Напоминаю, что ролики я снимаю на iPhone, но сейчас уже стараюсь снимать и на Соньку FX3, FX30. Я с Игорем. И вроде бы у нас неплохо получается, но с другой стороны, вся глубина глубин, да, посмотрите обязательно все 5 роликов перед этим, ну или после того, как посмотрите этот, как что снимает, потому что подобное я планирую делать на все смартфоны. И напоминаю, что есть еще из Токио несколько подобных роликов, снятых на Huawei Pura 70 Pro, на Samsung S24 Ultra, на Fold, по-моему, даже 6. Поэтому обязательно посмотрите, чтобы можно было сравнить. А так, выдвигаемся. Как говорится, понеслась. Вот так. X2 почему-то включился. Великолепная кнопка врубилась. Очень она неудобная, хотя уже народ нашел применение. То есть, если ты снимаешь себя в зеркале, вроде бы удобно. Вот сейчас у меня на этой кнопке мизинец, и мне не шутя неудобно. Вот сейчас ультраширик, съемка с одной руки, и, наверное, я вообще его не жалею, то есть смартфон колбасит по полной программе. Если с телевиком идти, то вот телевик сразу с ультраширика, да? Почему я мучаю iPhone? Потому что это iPhone, потому что я все равно на него буду снимать. И единственное, в 16 Pro то, что они убрали телевик X3, это, конечно, эпичный фейл, хотя многие мне скажут, что нет, нужен был X5, но я так не считаю. Обзор уже давно на 16 Pro и 16 Pro Max. И на фронталку вы примерно вот так сможете себя снимать, опять же, в тех же условиях обстановки. Насколько эффектно и эффективно, решать, как всегда, вам. Так, ну штатный лифт, и повторяю, что уже обзор одним кадром был, прожарки 2 было на этот смартфон, и на основном ролике, на основном канале есть обзор на него. Единственное плохо в нем то, что нельзя переключаться на основу.
То есть, да, у него есть 4К 120 FPS, но ты не можешь 4К вообще ни в каком режиме переключаться с основного модуля на фронталку, как у Samsung, пусть даже с паузой, но это было бы в 10 тысяч раз удобнее. Вот так, повторяю, что я приезжаю на первый этаж, здесь в кондике Малайзия, и после того, как ты выходишь на первый этаж, ты просто приходишь к выходу с охранником и спокойненько переходишь в метро. Это ультраширик в тех же условиях. Напоминаю, что вчера был довольно неплохой смартфон относительно по съемке. Это был Xiaomi 14T Pro. Разумеется, не за те деньги, которые за него сейчас хотят, но в перспективе за него будут хотеть намного меньше 17 октября. Так что следим. В принципе, у 13 и 13T Pro была такая же беда. Все, с ультраширика прихожу на основу, вы видите охранника, вы видите кнопочку и вы видите Link Bridge to Bank SA LTE Station. И еще раз штатный мост, уже для меня родной. Единственное, видите, такой рассеянный свет, потому что здесь как туман. То есть сейчас не ясно, не как вчера. Все в дымке, и то, что вы видите, это все в дымке, так и должно быть. Это основа, это если вы будете снимать на ультраширик. И на ультраширик все как всегда эпично. Но ультраширик здесь стал, конечно, для видосов очень неплохой, мягко скажем. Можно сказать, крутой. То есть, если я до этого говорил, берите обязательно GoPro и снимайте на нее с широким углом, то сейчас, в принципе, яблоко уже дает жару очень большому количеству устройств, а так как сотовый смартфон, в принципе, вы с собой будете таскать. Вот сейчас основа, сейчас ультраширик, видите, как ощущения меняются. Так вот, такое ощущение, что я рекламирую яблоко. Сейчас кратко снимает все классно. И яблоко тоже. Как всегда, находите здесь станцию, оплачиваете наличкой по 1 или по 5 их валютных, и получаете такой вот тикет, его не терять. Напоминаю, что здесь есть кафешка сразу. И потом заходите в метро. Сначала прикладываете, потом закидываете. Вот так. Прикладываешь это дело, и потом идешь на эскалатор. Снимаю все в 4К 60 FPS, потому что лучше качество не увидите. Я еду вот сюда, VTL. Соответственно, платформа номер 1. Вот смотрите, здание. Вот, движение. И кто не знал, на телевик всегда есть вращение снимать в движении. Вы можете взять, допустим, какой-нибудь там эквивалент 100 мм и попытаться поснимать с камеры. Будет примерно такой же расколбас, мягко скажем. А еще лучше 400 мм эквивалент. Потому что 4К 60 FPS на телевике это эквивалент 120 мм. То есть вот он сейчас, я на него снимаю. Если я, допустим, перехожу на ультраширик, то вот как он выглядит на ультраширике. На основу вот как все будет выглядеть на основе. Телевик, фокус на здание и X5 15 максимум. Вот едет. X5. Видите? Нет никакого мучения. Куда я попытаюсь стать сейчас? Основной модуль. О, там был дождь, смотрите. Так, опять повезло. Все помните, как на Xiaomi 14T Pro я снимал подобное. Сейчас основа и ультраширик. Теперь на ультраширик единственный через окно, на котором следы дождя. Station berikutnya, KL Central. Stesen sambungan ke MRT Laluan Sungai Buloh Kajang, Laluan Monorail KL, KTM, dan ERL. Next station, KL Central. Connecting station to MRT Sungai Buloh Kajang Line, KL Monorail Line, KTM, and ERL. Station
KL Central. Как я понимаю, здесь все автоматизированный телевик. Рассмотреть вам еще. Ниже достанется. Ну, еще немного американских город. MRT Sungai Buloh Kacang Line. Station Pasar Seni. Untuk keselamatan Anda, silakan gunakan pemegang pada setiap masa. For your safety, kindly grab the handle at all times. Вчера катали по тому же пути. Единственное было намного более ясно. Поэтому можете спокойно посмотреть, как с теми же самыми задачами справлялся Xiaomi 14 Pro. И я не могу сказать, что намного хуже от телевизора. Платформа, видите? И, кстати, попросили меня по набережной походить, я и так ходил. Не особо романтичный, правда? Чуть-чуть телевика. Ой, это ошибка. Еще немного в город. Сейчас будет заезд в туннель. Там, кстати, центральный. Там будет уже на пиксель делать, когда обзор. 4 часа. Station berikutnya, Dangwangi. Next station, Dangwangi. Как говорится, чего вы здесь не видели, да? Довольно быстро и все. 30 минут это на месте. Вообще простое метро, но говорю, главное не забывать, что здесь есть метро, монорельсы и все плавно перетекает друг в дружку. Вот брошюрик. Может быть, кстати, еще и в башню зайдем с вами. Потому что в понедельник они были закрыты. Вот так закидывается в тончик, и ты проходишь. И все. И дальше уже кафешки, еда, торговые центры и все как у всех. Очень прикольный эскалатор такой. Узкий. Он реально узкий. Вот. Торговый центр. Поиск еды продолжается. Снова. Так, поедание выбрали здесь. Все это умножается на 3 и вычитается потом 20%, то есть 900 рублей 800 получается. Даже 750 получаете суп, снеки, лимон, много всего. Подобного здесь много, это не самый низкий ценник, но телевик и брошюрик. Но здесь много местных. И так как много местных, это дело внушает доверие. Вот, и все. То есть первично дали вот это дело, и потом еще докинули. Так, основу докинули еще курицы. Так, что-то похоже на мороженое. И кофе. Как всегда, хаос. ТЦ. Всего чего. Прикольная, кстати, инсталляция. Загадай желание. О. И самолетики можно брать. Вау. Магазин Лейка. Да ладно. Реально магазин Лейка.
Q3. Вот он Q3. 11. Оптика. Макфронтовские. И, к примеру, фотографии. Можно еще и кофе попить. И сумку купить. Я в нулях запутался. Если умножить на 32 миллиона рублей, очуметь. 10 миллионов рублей. То есть 10 тысяч баксов почти. А самый прикол в том, что в этой лейке все новые модели проданы. То есть я спросил, их нет в наличии. Решил пройтись под дождем. Вот такой вот H&M Home. Дождь пока легкий, и все-таки все гонит меня в эти башни. Почему? Потому что дождь. Вот и все. А башни здесь нужно реализовывать. Тут H&M штуки 4, кстати. Нужно реализовывать то место, в котором ты находишься. Максимально получая расширить бонусы того, где ты находишься. До рыбок я доползу по-любому. Ну что, пытаемся подняться в башню. Это про нас Queen Towers. Ну что, здесь вход и билеты для башен. Так, чтобы вы поняли, в общем, в башне нужно покупать билеты заранее, потому что на 4-е нет, на 5-е билетов тоже нет. То есть ближайший билет на 6-е число. Я вылетаю 5-го. Вот такой вот поход в башню. Ну ладно, не очень-то и хотелось. Зато вы картинки посмотрите. И будете в курсе, что если летите сюда, нужно попасть и не попасть на башню. Спасибо башням, что сэкономили мои деньги. Спасибо башням, что сэкономили ваше время и мои деньги. Может быть, завтра поеду тогда на это. О, смотрите, народ вообще без зонтов. Может, поеду тогда еще раз на башню большую. И башни надо же подснять. Это название ролика. Будет некорректным. Вот они. Вот куда я должен был идти, но ничего критичного. Виды классные. Гулять можно долго и упорно. Ничего критичного нету. В том, что нет билетов никаких. Вот такой вот полудождь. Такой вот центр. Я, в общем, прихожу к выводу, что я все-таки не в центре живу. Ну и ладно. В каком-то центре, рядом с центральной ЖД-станцией, так же, как на Маяковкина. О, смотрите, какие инсталляции на X5. И X2, X1. Вот то, что красиво, то совсем не безопасно. Очень скользкая плитка. Прям безумно скользкая. Так, очень похоже, что дошел, но, как говорится, не факт. Так, ну сегодня по закону логики еще вот этот аквариум должен быть закрыт. Или с рыбами что-то случилось, или еще что-нибудь. Сходу Starbucks. Круто. О, Discovery. Не шутя, работает. Очень круто, что работает. Так. И тут. Смотрите, здесь можно поспать с акулами. Это что-то там на сезон. И это обычный билет. В общем, один билет выходит 1500 рублей. 1800. 1800.
Вот пираньи. Все, что вас должно встретить сразу. Ультра-ширик. Если я не говорю, что это, то это значит ширик. Ну, а по углу, я думаю, догадываетесь. Вот они. Красный чало. Видите, как надо. Разумеется, вот такая вот диаграмма. И вот здесь очень похоже на ультра-ширик. Вот можно трогать не надо, но может быть и можно. Но я бы не стал. Искать тоже. Рассказ про то, сколько миллионов лет они живут. Хотя, опять же, мы помним прекрасно, как в Абу-Даби можно было трогать скатов. Я думаю, здесь тоже можно. Сурикаты. Все сразу видите. Пираньи, сурикаты. Сурикаты. Мирка. Жареные рыбки. Мускуровые. Здесь кто-то должен быть. Руками трогать нельзя. Но не буду. Маленькие рыбки, еще маленькие рыбки. Я по максимуму поснимаю, а вы уже решите, что вам просматривать, что не просматривать. Вот если полностью смартфон приложен к стеклу, вот так на ультраширике вы можете подснимать рыбу. Если фиксируете двумя руками, вот так. Вот он переключался, видите, на телевизор долго. Но переключился. Дальше уходим, допустим, на ультраширик. И идем смотреть еще что-нибудь. Дальше ждем, когда он переключится. Сейчас фокус помогал рукой. Не переключался. Так, ящерка спряталась, но мы ее смогли снять. Вот это основной модуль, телевик X5, он не переключился, по-моему. Автоматически переключился на основу, а теперь уже основа. В общем, как всегда у яблока. Так, здесь жуки. Мы помним, вчера мы хорошо посмотрели и жуков, и тарантулов. Вот. Бабочками теме. В парке бабочек их было тоже немало. Это X5. Видите, он переключился автоматом с телевика на основной и берет кроп с шумами. Сейчас телевик. Снова можно автоматическое переключение отключить. Тарантул, телевик. Не переподключился, ладно. X2, X5 телевик, X1. Здесь получается ящерка, гекконы. Ну а я с ними живу, с такими с гекконами, у меня на балконе они бегают. Так, X1, X2. Ну, в общем, вот основной модуль. Опять же, мы с вами собрались для чего? Для того, чтобы посмотреть, как iPhone снимает. И в таких условиях, разумеется, себя снимать не особо комфортно. Но куда же без этих прелестей? X5. Лайк за выбор. X2. X5. Вон он. X5. Спрятался. There were these files when it comes to print and counter ranges. Этих мы тоже вчера видели огромные. 4К 60 FPS, основной модуль. Вот так вот геккон. Такой геккон. Дракон. На айфоне. И это спрятался. Скорее всего, внутрь. Да.
Вот она мордочка. Видите? Теперь кораллы. Можно посмотреть на них, если они будут открыты. Но они закрыты. И это дело закрыто. Ну хотя бы этот тип стоит. Чтобы его можно было подснять с молотом. Вот они кораллы. Еще рыбки. Ракообразные. Помогает фокус, не помогает. Если недостаток освещения вас не спасет. Рыбки. Кораллы. Черви. Мне кажется, что здесь довольно экономно все, потому что обычно это больше для... Мне не кажется, что это прям космос приносит средств, больше для того, чтобы показать, что они могут. Что во всех крупных подобных ТЦ есть такие штуки. Ультраширик все еще. Мне кажется, даже одна и та же тема их строит. Вот смотрите. Так же, как в Питере. Ctrl-C, Ctrl-V. Тоже пул. Ну, точнее, полпа. Основной модуль. Других. Не приключился. Человек не приключился. Сейчас. Так, вот он основной модуль. Ну, единственное, да, количество рыбы в подобной колбе не всех одинаково. Вот эти вот штуки можно кормить вообще X2, X1 во многих местах. Здесь может быть, кстати, тоже. И в Таиланде можно на индийском кормить. Но опасно. Но можно. Смотрите ролик про Паттайе. Смотрите, можно переключился на приключений. И повторяюсь, не фронталка, конечно же. Это та же самая фронталка, тоже 16 Pro Max. Видите, недостаток освещения и все. Неважно, сколько смарт стоит. Вообще, я вам скажу, неважно, у вас может быть и за миллион камера, какая-нибудь Sony FX6, не FX3, и все равно там супер оптика без света, ничего нормально не снимает. То есть, если говорить вот не про улицы, не про парки, не про прогулки, то, в принципе, точно такое же развлечение, как и в любых других местах. Вот сейчас вот расширить. Единственное, да, они огромные. Но повторяюсь, что вот такие же огромные плавают прямо под тобой в Паттайе. Не реклама, но я уверен, что довольно большое количество подобных есть мест, где ты можешь просто вот этих вот штук. Кстати, они выпрыгивают и выкладывают телефон, я видел так. Ну, чтобы выпрыгивали телефон не видел, но они выпрыгивают. Мне кажется, они голодные, чтобы их можно было эксплуатировать или не плавать. Если будут сытые, вполне возможно плавать будет еще более вяло. Ультраширик. Так, вот эта вот тема рассказа про микроорганизмы. В принципе, все как опять. И тот же самый огромный аквариум. Но зато, как говорится, не эконом-класс. В Абу-Даби, конечно, поэпичнее намного. Но он и новее. Вроде бы. Ультраширик. Здесь можно посмотреть на рыбок. Там можно было посмотреть, ну, то, как что-то растет, я так понимаю. Еще рыбки. Всем напоминаю, что нечего туда руку совать. Основной модуль. Имитация людей. Фигурки. И рассказы про то, что там обитают.
Дальше идет еда, замануха, фотографии. Ага. Это что, уже выход, что ли? Нет, вроде не выход. Но туда можно покупать дополнительные билеты. Но уже почти выход. Так, вот самое интересное сейчас будет. Большой аквариум. Опять же штатно. Как говорится, все как у всех. Ты заходишь и на ультраширике, допустим, наблюдаешь, как вокруг все плавает. Да, акулы, разумеется, над тобой булькают. Единственное, здесь освещение не фонтан. Могли бы побольше сделать. То есть протяженность вроде бы и неплохая, но освещение да, и основа. Strollers and wheelchairs will go through the left side of the tunnel. Звук The rest плохой will пластика. stand on the walkulator on the right Sorry. side. Do not sit down on the walkulator or anywhere inside of the tunnel. Эта штука Please двигается, wear your короче. masks at all times for Прикольно. your own safety. Proceed to the next area if your area is crowded. Please do not Или что-то двигается, в общем, из этого. take care of your personal belongings. Прикольно. Ну что, iPhone вообще пробил дом, потому что это единственный смарт, который просто вырубился. Если у меня с пикселем была проблема с переходом в галерею, то этот у меня снимал на ультраширике рэпов. Я не знаю, сохранилось или нет. Звуки плохие очень. Звуки такие, как будто пластик сейчас лопнул. И такого я не видел никогда и нигде. Вот. Хочется отсюда свалить еще, потому что рядом вот плавают такие вот штуковины. Однозначно. И не очень хорошие. Все супер маленький. Очень много подобных штук. Вот чувак тут плавает. Что-то делает. Что-то там ремонтирует, кого-то кормит. И как же без видео на фоне акулы, да? Сейчас народ должен удивляться, что он видит аквариум, камеры, людей. И такие вау, вау, вау. 4К 60. Зацените киноэффект на рыбке. X2, все еще киноэффект на новой рыбке. Теперь на киноэффект на звезде морской. И еще немного киноэффектов 4К 30 FPS на рыбке. Теперь без киноэффекта 4К 60 FPS рыбка. Морская звезда. Еще рыбка. И еще рыбка. Вот это очень крутые рыбки. Очень колоритные. Такие серьезные. Типа. Опа. Что со светом? Вот у него такое бывает. Маленькие рыбки и, разумеется, медуза. Все любят медузу. Очень опасная эта штука. Если вас укусила медуза, во-первых, оставляете желательно или фотографию, или кусок этой медузы, чтобы знали, какое противоядие использовать. Либо помните, что они могут быть очень ядовитые. Расширить. Вот такие вот рыбки раньше были. Нет, сейчас существуют примеры. Вот он конец. Не то включил. Вот он конец экспозиции. И я так понимаю, да, все, магазинчик. Детей, конечно, одни радости, чтобы купить всего чего. Ну что, здесь дальше выход. Можно в парк, можно на станцию. Стандартный, просто огромнейший фудкорт. С абсолютно адекватным ценником, я вам скажу. Но единственное, здесь не везде большие порции. Странно, что в Старбаксе все закрыто и нету оригинальных каких-то чашечек. Так вот, такие стаканы. Очень странно. Красивые переходы между зданиями.
примерами искусства. Вот эти вот нескрытые всякие куски питания, розетки. Такое себе. Ну ладно, опять же, это их взгляд, и это практично главное. Видите, сколько камер здесь? Если говорить про ощущения, пока все продумано, но разобраться непросто. То есть я шел по, получается, верху для того, чтобы добраться до этого аквариума. Можно было идти по низу, хотя указателей толком нигде не было. Видели очередь за едой? Она есть. Ну да, это довольно дешево, кстати. 1910 года. Ультраширик, Луи Виттон, все дела. И, как я говорил уже, что здесь вроде бы есть, вон он, платный. Ультраширик, Валентина, Фенди. Я думаю, что вам ТЦ тоже надо посмотреть. Versus. MNC там не стоит, кстати. Dior, Chanel и Uniqlo. И я увидел яблоко в Golden Storage и думал, что там Apple, но нет. Смотрите особые линейки Uniqlo. Ну, в зависимости, опять же, видите, от локации модели разные. Это женские. Надо мужские искать. Не пускайте меня в Uniqlo. Вот откуда у меня рубашки. Zara и Uniqlo. Вот этот дождь. Видите? Здесь уже просто так не постоишь снаружи. Шикарненько выглядит. Муссоны. Понятия не имею зачем, но я стою вот здесь в очереди, чтобы здесь поесть. Или попить кофе, правильно сказать. Потому что не народ подвозит пока. Ультраширик, основа. Ну, видите, без проблем народ шарахается также в шортах и шапках. То в чем. После 50 обломов за этот мини-отпуск можно себя порадовать чем-нибудь странным. Крестик. Во всяком случае, выглядит все эпично. Цены только не эпичные. Но все, как говорится, на то на ресторан. Все такое перешатанное, стильное. В общем, ничего критичного, есть сеты. В сете входит один кофе, горячий или холодный. Опять же, их ты выбираешь либо 2 круассана, либо 1 паста и салат. То есть все относительно демократично. Проще говоря, в Старбаксе дороже поесть. Может быть, чуть-чуть дешевле, но очень сильно вряд ли. Вот то же самое с киноэффектом, чтобы народ сзади не беспокоился. Ну вот я уже пробил облику морали и снимаю супер в рестиках. Ну и ладно. Вот так сможете снимать себе еду в ресторане. Ультраширик. О, лифт сдернулся. Вот такой вот ТЦ в башне. Пока все мои мысли о том, что кнопка, которая на айфоне, прям безумно неудобна. Безумно. Так, кратко. Здесь Nike, Columbia, Adidas и, да, Huawei, Oppo, Realme и, скорее всего, Яблоко где-то. Возможно, на другой стороне. Но мы будем надеяться, что они здесь. К слову, Watch Ultimate, кстати, я, по-моему, не... может, и купил. Нет, не купил, по-моему. И планшет еще не купил. Но планшет за такие деньги, пусть даже на OLED,
без гуглов. Да-да-да, вы сможете установить туда что-то через пень-колоду. Но это такая тема, как я считаю. А если у меня какая-то активация через Google? Ну и что? Придумаю другую активацию. Так, ультраширик. Xiaomi Store. Oppo Store. Опа. Samsung Store. Ого. Почти уже дошли. Я прям ощущаю, что яблоко должно быть либо здесь, либо не здесь. О, Apple Store. Apple Machines. В самом конце. Окей. Да, это конец. Хотя, с другой стороны, здесь для кого-то и начало. То есть для кого-то здесь эскалатор прямо к Apple Store. Как говорится, смотря как смотреть. Короче, AirPods нету, поэтому я поеду в самый большой магазин здесь, который распиаренный весь, TRX Store. Только единственное, я не понимаю, там, где какая-то Samsung Station в Куала-Лумпуре. Найду, обязательно расскажу. Китти. Магазин Китти. Он чуть ли не весь. Продолжение банкета. Так, с GPS и съемка. Однозначно нужно с собой банку таскать. У меня осталось 30%. 6 часов вечера, хотя начал я в час, и я не постоянно в этом смарте, у меня с собой еще пиксель. Вот такие дела. Плюс еще напоминаю, что он у меня зависал, как вы помните, и вырубался. Классно все выглядит. Бесит безумно кнопка. Прям безумно бесит. Постоянно на нее нажимаю. Это деактивировать. Ну и что, я продолжаю пеший забег свой. Ультраширик. До метро. Потом попытки доехать до... О, это Starbucks уже посерьезнее. Но все равно я там не вижу кружек. Попытки доехать до чего-то интересного. Яблочного. О, романтичные звуки. Как записывают сваи. Я чувствую народу, который живет рядом. Или снял рядом. Ничего не поделаешь. Да. Бешеное количество картошек. О, по-русски дуриан. Видите? Дуриан. Так, ну что? Пока дождь не повлиял на передвижение даже при отсутствии зонта. Но это пока. Сейчас, допустим, если я вышел, ультраширик, дождь не сильный, но то, что я видел в окно до того, как я вышел, могло бы уже изменить мое решение по поездке на метро. Я все-таки вызвал бы такси или купил бы зонт. Ну, скорее вызвал бы такси. Вот ультраширик и какие-то китайские, скорее всего, храмы. Очень похож на китайские храмы по архитектуре. Ультраширик, да, количество фудкортов в Азии просто запредельное. Но опять же здесь отношение к еде соответствующее. Очень трепетное, я бы сказал. Ультраширик. Кстати, забыл поделиться еще мнением. Мне кажется, что здесь не очень хорошая вода. Вот в Кондике, опять же, что в Сингапуре, что здесь, ну это фактически рядом, как вы прекрасно знаете по карте. Не очень, по мне, хорошая вода. И по мнению, наверное, знакомых, которые здесь находились долго. То есть даже если ты ее используешь, не говоря уже о приготовлении пищи, просто помыться, то ли pH здесь какой-то. В общем, мне она не нравится. И, может быть, вы поделитесь, если вы катали Малайзию. Было ли у вас такое же ощущение? Хотя в плохих местах, опять же, я не останавливался. Небоскребы выпят без остановки просто. То есть одни разваливаются, а вторые клепают в режиме нон-стоп пачками вокруг. Притом видно, что этажи практически все пустые. Ну, вот так. Это хорошо, кстати, отражает вот эти все мои рассказы про то, что если что, ты можешь великолепно спрятаться от дождя. Не везде.
То есть где-то есть эти пешеходки, видите, с крышами, а где-то их нет. В основном их нет, конечно, даже в центре. Но опять же, магазинов хватает. Ну все, почти дошел до метро. Видите, значок. Ну и еще эскалатор. И похож, может, пешочком. Так, стандартный магнитка и платформа номер 1. Как все сложно и просто. Вот. Смотрите, какие пространства пустые. Туалеты метро, разумеется, книжки, тоже внутри метрополитена и развязки всякие. Очень прикольно. Эскалатор туда, эскалатор сюда. Такие катакомбы. По поводу названия, вот Exchange это биржа. И не знаю, никакого там Razak Exchange, никакого названия Samsung здесь нету, как и Apple тоже. Так вот все выглядит, но проширит. Ну, разумеется, здесь тоже все ясно. Максимум хайт 2,3 метра и много-много камер. И я. X5. Короче, не успел записать, но вот она. Видите, Samsung Galaxy Razak Exchange. И правда название станции. И реклама, и правда везде. Вот это вот, ладно. И копировать потом яблоко, да, по углам. Ну, конечно, на нее 22 копируют. Где прямые углы? 25 серии ждем. Прямые опять. Так, ну что, купили они почти всю рекламу на станции. Везде увешали Samsung. Хотя непонятно, кого они рекламируют с этими с кругляшками. Но вот здесь понятно, да. А вот там, допустим, скоро уже будут скошенные края. Или не будет. Увидим. И тогда будет забавно. Ну да. Samsung реально скупили полностью всю площадь рекламы. Зачем? Ну, я надеюсь, что их бюджеты каким-то образом позволяют это отбить, потому что технически, ну вот я все равно еду для того, чтобы посмотреть наушники у Яблока. И от того, что я увижу здесь 550 самсунговских смартфонов, я решение мало поменяю. Если бы здесь был Samsung Store, я бы еще понял. Но опять же, корпорациям виднее, как говорится. Очень милашно, ты кидаешь он тебя. Have a nice day. И тебе отличного дня. И дальше туда. Да, до выхода везде реклама Samsung. Могли бы еще на стенах договориться. Ну, на стенах вот здесь, видите. И там. То есть, наверное, везде, где можно было запихать эти Livik X5, они запихали. С другой стороны, даже, ну вот смотрите, я ролик делаю на яблоко, про яблоко, и да, и здесь мелькает Samsung. Прикольно придумали. То есть вот там для примера, видите, даже на ступеньках реклама Samsung. Здесь, правда, ее нет, ультраширик, но все равно очень даже много рекламы Samsung. Основа. Будем идти дальше. Да, до упора здесь везде реклама. До упора. Прям до самого талого, как говорится. Ну, когда ты уже полностью пройдешь станцию, это уже, да, вызывают улыбку. Поначалу такой, ну ладно. Ну да, молодцы. Ну и, разумеется, апогей этой темы, это когда ты поднимаешься и видишь Exchange, Samsung Galaxy. Это выглядит сильно. И вот там, смотрите, тоже на станции такая же штука. А здесь упоминание TC, PRX, Exchange. Ну и все.
Так, а где яблоко по своим магазинам? Очень крутая, забавно продуманная тема. У тебя получается крыша над переходом, крыша вон над тем переходом и опять метро. Но у тебя нет крыши для пробегания в ТЦ. Но ты можешь спуститься опять же вниз спокойно, вот там, и выйти в ТЦ. А здесь тоже метро. Там непонятно что. В общем, буду дальше искать, где это яблоко. Ну все, еще один ТЦ. Из ТЦ в ТЦ. Просто без остановки. Мне нравятся вот эти азиатские темы с открытым пространством, но возможности там размещать. Кстати, не только азиатские, в принципе, в наших ТЦ такая же тема есть. Получается, малый бизнес получает шанс, или большой бизнес получает шанс сделать крупные скидки и заманить. В общем, норм такая штука. Есть, правда, не очень много подобных пространств, и они, может, местами бесят, будут расширить. Но каким-то образом разбавляют, развлекалово. Если ты там по выходным в ТЦ выбираешься, интересно хотя бы не только разные магазы видеть, а еще какой-то креативчик от маркетологов. Целые магазы. Красивые Живанши, Брукс Браверс. Половина не знаю, что. Оформление лобби ТЦ как отдельный вид искусства, да? Прям реально как на выставку. Но не выставка. Ну что, я вышел из метро, уже 30 минут еще и бегаю. Это здание гребаное от яблока. Абсолютно. Я не знаю, что их маркетологи думали, как можно было построить здание без единого указателя. Слов нет, мата нет, и ну это просто неудачники. 4К 60 FPS, вот он вход. Сказали зайти наверх и направо. Потом непонятно, куда зайти, куда нет. Ну, окей. Указателей по поводу яблока здесь на левеле 1 нету. Ну ладно. Как говорится, зато ТЦ полюбуюсь, который мне не нужен был. Ну ладно. Спасибо яблоку. Все очень модненько. Очень модно. Надо теперь искать еще кого-нибудь, чтобы подсказали, куда еще идти. Как найти Apple? Жесть, построить здание и потом, чтобы человек приехал и искал его. Огниво. Как давно ничего не покупал и не буду. Слишком дорого. Когда юный был недорого. Вот какого еще магазина фенов и пылесосов есть свой магазин огромный в ТЦ? У Дайсонов? Ну да, там еще увлажнители тут есть. О! Apple. А где это здание тогда? Я не понял. Я не понял, это оно или нет? Стоп. Так. Это типа яблоко? Не шутя они придумали, они просто-напросто в торговом центре сделали здание. Что за бред? Ну окей. Серьезно? Я думал отдельно стоящее. Ну не отдельно стоящее. Чего-то там рассказывают стабильно. Штуку рассказывают. Нужны яблоки. Короче, вы можете трогать эти белые силиконовые чехлы до упора, но AirPods 4 и 4 Pro в наличии нету. Когда будет неизвестно. И все. И вот ради чего все это было. Поперся через город весь. В общем, я думаю, что уже конец. Я сейчас спущусь еще, что-то там поснимаю, не знаю зачем. Но здесь тоже нет 16 Pro и 16 Pro Max в наличии. Если ты продаешь, чтобы продавать что-то, а не вот это вот
тема из разряда продали, а цветов здесь нет. Короче, 16 плюс тоже нету всех цветов, только на 128 гектар внутрянки. И, ну вон, смотрите, скорее всего народ по предзаказу получает что-то там. Вот, я вижу наушники. Но они сказали, наушников нет, зарядок нет. В общем, послали меня лесом. Ультраширик. Вот так будет выглядеть Workspace. Смотрите, какую колонку вижу. Beatspill. Прикол. У меня такой нету. Фу. В общем, ультраширик. Здесь, кстати, они ничего не говорят по поводу съемки. То есть можешь снимать до упора. 2 этажа, но 3-й этаж народ, наверное, ходит просто, чтобы пофоткать. Ну и 4К 60 FPS. Спасибо Яблоку за то, что я сюда съездил. Нет ничего, ни новых часов, ни новых наушников, ни больших новых наушников, ни маленьких новых наушников. Вот так вот работаете. Куала-Лумпур, Бангкок, нигде нету ничего, предзаказать нельзя. Вот идешь, смотришь на все это лакшери. И, в общем, для кого это? Просто, ладно, это не о наболевшем, но технически наполняемость данных магазинов минимальна. Кстати, вон Rolex есть. Кому нужен был Rolex? И здесь никого. И все Лораны. И в Гуччи. Хотя в Бангкоке, кстати, вот я вспоминал, хотя там очереди были вот подобные в Луи Виттоны и в Hermes. Мне кажется, здесь бы их, там их уже нету. Булгари, Шанель, потому что курс был лояльный. Сейчас курс не лояльный вообще. И вряд ли очередины здесь будут. Так, без света бесполезно себя снимать даже в 4К 30 FPS. 4К 24 FPS, киношный, Телевик X5. 4К 60 FPS, очень дешевое такси здесь. 600 рублей за полчаса езды. В общем, шикардос. Ну и резюмировать я бы хотел также, используя флеш, как вчера я использовал Xiaomi 14T Pro для вывода. Вывод довольно простой. Вы сейчас увидели, как снимает iPhone 16 Pro Max. Вы, в принципе, сможете видеть это еще в течение года, потому что я все равно буду его использовать для подсъема. Единственное, в основном я теперь, конечно, буду пользоваться Sony FX3, так же, как у меня Игорь, оператор, использует сейчас Sony FX30 со 100-миллиметровой фиксы от Sony. Притом G-Master 2 у него, у меня тоже G-Master 2. Но все равно Яблоко рулит. Почему? Потому что по основную массу контента, скорее всего, я буду как снимал, так и снимать на него. Чего здесь не хватает? Повторяюсь, вот сейчас вы видите киноэффект 4К 30 FPS. Я могу изменять блер позади себя, я это делать не буду. То, что вот сейчас в автомате он пишет, то и пишет. Направленный микрофон у него отрабатывает, можете сравнить с 5 смартфонами до этого. И из интересного, здесь, повторяю, 6-метровые потолки. Я до этого в каждом обзоре напоминаю, что, по идее, качество звука должно быть, мягко скажем, полный хлам. Если говорить по поводу, почему я в очках, потому что флеш примерно так же бьет сильно по глазам, как и у Xiaomi 14T Pro. Единственная разница, что иногда я снимаю, когда еще солнце не было заката, уже закат был, ночь, поэтому я снимаю с флешем. То есть иногда я без флеш не использую при съемке свет. Без света снимает все плохо, неважно, сколько ваша техника будет стоить. Любой фотограф, либо видеограф, либо оператор вам об этом расскажет. Если говорить про этот смартфон, его хватило примерно на 7 часов активного использования, то есть это GPS, 5G, не постоянно в экране и подсъем. В один раз, я уже 500 раз говорил за ролик, он у меня просто вырубился и перезагрузился. Помимо этого, по фото, разумеется, есть что-то более относительно интересное, но менее натуральное, опять же, по моему мнению. По поводу всех этих эмоций из разряда магазина Apple, еще чего-то, но это все не особо важно.
Важно то, что мы погоняли этот смартфон сегодня с вами. Повторяю, что намного комфортнее, по мне, это iPhone 16 Pro. Из-за габаритов могу завтра на него снять, либо на iPhone 16 Plus подобный обзор, либо по второму разу Pixel 9 прогнать уже дневной съемкой. Но по мне интереснее всего будет либо 16 Pro, либо 16 Plus. Если говорить по поводу такого контента, пишите, вам интересно или нет. Почему? Потому что, опять же, у меня такие поездки раз там в 3 недели, возможно, иногда раз в 4, иногда там раз в 8, но редко. Чаще, скорее всего, буду мотаться намного больше. Если говорить по смартам, интересно ли вам подобное в полевых условиях, пишите. Да, это не экскурсия, но с другой стороны вы можете полностью для себя примерить, как если вот у вас 2 ноги, 2 руки, вы хотите сэкономить и пешочком пройтись по какому-то городу. Понятно, что обратно я ехал, но, повторяюсь, потратил я на это 500 рублей, и здесь как раз я выбрал путь самый короткий, потому что если бы я ехал на метро, я бы потратил 400, вот, плюс-минус. Если говорить про этот смартфон, неудобно, удобнее был 15 Pro Max, скользкий, но я его еще пока ни разу не выронил, ношу без чехла, повторяюсь. По тачу, вот он взял и флеш отключил просто. Вот как он мог просто флеш отключить 5 секунд? Да, он снимает просто 3 минуты 40 секунд, он просто отключил флеш, наверное, потому что разрядился. В целом, девайсу от меня однозначно да, но это не идеальное устройство, есть куда им допиливать его, и программно, и аппаратно, и в перспективе. Кнопка максимально неудобная, флеш отрубился. Подписывайтесь на канал с колоколом, если вы напишите любой комментарий, знаете, чтобы смотивировать меня делать больше подобных обзоров, значит, у вас будет больше возможностей. В общем, разряд был, поэтому от меня девайс сюда, подписывайтесь на канал с колоколом. Добра и удачи вам, дорогие друзья. И вот так, бонус через грязное стекло, вы будете видеть Куала-Лумпур.